Приветствую, друзья! Говоря о направлениях бюджетного звука, я вскользь упомянул, что действительно качественные решения совмещают в себе и техничность, и прекрасную мелодику. Ну а в качестве примера назвал героя нашего сегодняшнего обзора Аклеам PD5, который действительно можно отнести к сегменту хорошего взрослого звучания за умеренную цену. Впрочем, другого на АК-4493 SEC и не ожидалось, тем более, что за усилительную часть тут отвечают два Рикар, а на USB стоит тот самый Комтру. Отличный ЦАП, поэтому и поговорим о нем отдельно. Собственно, поехали! Поставляется аппарат в небольшой черной коробке с логотипом Hi-Res Audio, перечнем его технических характеристик и изображением непосредственно самого устройства. В комплект нам положили инструкцию, переходник с Type-C на классический уже USB разъем и небольшой плетеный Type-C кабель. Из технической составляющей тут всеми любимый Asahi Kasei AK4493 SEC, два усилителя Riccar RT6863 и знаменитый Comtru CT7601 PR на USB. То есть, как для подобного класса устройств, это самый топ. По разрешению тоже солидно. Максимальный на сегодня 32 бита 768 кГц для PCM и DSD 512. Да и в плане мощности нас не подвели. 130 мВт на обычном 3,5 мм выходе и 255 мВт на 32 Ома нагрузки на балансе. Чего хватит и для гибридных внутриканалок, и для в меру тугих планарных наушников. При работе девайс слегка нагревается, но никаких шумов в паузах не издает и не поддерживает гарнитуру. Корпус у ЦАПа легкий, естественно, на металлическом каркасе, с парой окошек с видом на чипы Asahi Kasei и Comtru. Из функциональных элементов здесь индикаторный светодиод, кнопка, отвечающая за мультимедийные функции, она же переводит аппарат в режим UAC 1.0 для игровых приставок и меняет уровень усиления, а также две раздельные кнопки регулировки своей собственной внутренней громкости, которые к тому же переключают встроенные в конвертер фильтры. То есть понавешали целую кучу функций. По торцам же все по классике. Type-C вход и два выхода. Балансный пентакон 4,4 мм и стандартный джек на 3,5 мм. А вот кушает девайс, как говорится, с аппетитом. На 5 вольт приходится 142 тысячных ампера, что, скажем так, прилично. Никаких драйверов к нему, конечно же, не предусмотрено. Оттого ASIO, если он вам нужен, придется заводить через порты типа ASIO for All или Flex ASIO. Эксклюзивных режимов WhatsApp тут, как обычно, более чем достаточно. Для мобильных же систем и всего, что построено на Linux, совсем ничего не нужно, причем поддерживается и высококачественный BitPerfect режим с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Все измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с обычного и балансного выходов на CP и Wanda Cosmos, где получил серьезные такие отличия только во взаимопроникновении каналов, как, собственно, все и должно быть. В остальном же здесь прекрасная кривая ЧХ, где верхний срез зависит от выбранного вами фильтра, шумы на уровне минус 154 дБ, прекрасный динамический диапазон и искажения на уровне минус 117 дБ для гармонических и минус 124 дБ для интермодуляционных. Причем значение один в один на обоих выходах, что говорит о прекрасно реализованной схемотехнике. В процентах же это 25 100-тысячных. Да, не самый топ, но превосходное в техническом плане устройство.
Звучит же Ocleam PD5 просто несоразмерно лучше Kiwi Ears Allegro и Fosi Audio DS2. При этом от первого у него сочное, насыщенное, с приятной мелодикой звучания, а от второго шикарная прорисовка, скорость и микродинамика. То есть, как и положено действительно качественному источнику, у нас сразу есть и техничность, и музыкальная составляющая. Сравнить же это можно, например, с Colorfly CDA M2, у которого, конечно, чуть повыше разделение, но он не такой прозрачный и выразительный. То есть при цене практически в 2,5 раза дешевле Ocleam показывает не менее взрослую подачу и серьезный характер звучания. А это, я считаю, абсолютный успех. Также сравнил его со всем известным FiiO BTR-15 в режиме PC и мобильного ЦАПа. Последний, естественно, оказался куда насыщеннее, но не такой прозрачный и чуть менее подробный. Ну а практически стационарный Fosi Audio SK02 на фоне героя обзора опять же страдает от излишка агрессии, небольшого акустического перешарпа, отсутствия тембрального объема и реализации пространства сцены в глубину. При этом стоит как 1,5 Ocleam PD5. Да, герой обзора явно слабее моей стационарной связки из SMSL DO300 и усилителя для наушников HO200, но где-то уже совсем близко. С нормальной прорисовкой пространства сцены в глубину, вкусными такими объемными тембрами и просто поразительной детализацией. Ну и уверен, вы обязательно оцените это совершенно гениальное вовлечение в материал. Остаться в стороне тут просто невозможно. Еще раз, это не лучшее, что только бывает, но в данном форм-факторе и при его цене PD5 бесподобен. Акустически правильная масса, все даже мельчайшие оттенки звукоизвлечения и в меру точное соответствие реальным акустическим инструментам. Даже мне не нужно большего, а я довольно-таки придирчив. К тому же здесь достаточно высокая выходная мощность, которой хватит в том числе и планарным наушникам. Можно поиграться встроенными в конвертер фильтрами, поменять гейн, подключить его к Xbox или Nintendo Switch, а в качестве минуса исключительно прожорливость. Да и там не такая уж и серьезная. Хотел бы найти еще минусы, но их тут просто нет. Низкие частоты отлично рисуются, у них прекрасный удар, шикарная текстурность и глубина, а середина объемная, мелодичная, с высокой прорисовкой, динамикой и магнетичной такой вовлеченностью в материал. Я от Ocleam PD5, признаться, в полнейшем восторге. Высокие, столь же подробные и весомые, как серединка, плюс с приятным таким ощущением искристости, но без гирчинки и какой-нибудь грязи. То есть все просто шикарно. По стилистике он в силу сбалансированности характеристик абсолютно универсален. Слушал на нем джаз, симфонический оркестр, интересную своими текстурами электронику и всякое тяжелое. Везде всего хватало и все было на своих законных местах. Единственное, наушники к нему потрудитесь взять получше. Поверьте, PD5 этого точно заслуживает. SteAudio Hype 2 это было какое-то волшебство, не говоря о чем-то подороже. Итогом мобильный ЦАП Ocleam PD5 может похвастаться приятным глазу строгим дизайном, возможностью переключать цифровые фильтры, менять уровень усиления, подключать его к игровым приставкам, просто превосходными результатами измерений, чуть ли не королевской начинкой на всеми любимом конвертере от Asahi Kasei, наличием как обычного, так и балансного выхода, внушительными значениями выходной мощности и сверхприятной ценой. В относительные минусы я бы отнес только его прожорливость, ну и THD плюс N тут не такие крутые, как в решениях от Cirrus Logic и ESS, но это если прямо придираться.
По звучанию же это маленький шедевр. Быстрый, техничный и при этом с объемом, глубиной, насыщенностью и хорошим таким вовлечением в материал. За свои деньги это реально просто превосходное решение. Однозначно рекомендую. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП Cleam PD5. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем добра!